Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Если ваши детки ходят в школу и вы каждый раз задаетесь вопросом, что им дать с собой на перекус, у меня сегодня для вас очень удачный, замечательный рецепт. Вот такие вот косички, плетенки с сыром и зеленью. Намного удобнее брать, чем открытую пиццу. Очень вкусные, мягенькие, пушистенькие, интересные. Деткам они намного больше нравятся, даже чем пицца. Делается несложно. Готовим. В миску всыпаю сухие активные дрожжи и заливаю теплой водой. Чайная ложка соли сюда, чайная ложка сахара и все перемешиваем. Если дрожжи вы не уверены, что они у вас активные, оставьте минут на 15 и проверьте. Далее я просеиваю сюда муку в два этапа. Сначала примерно половину, замешиваю тесто венчиком, затем подсеиваю еще одну часть и буду вымешивать руками. Тесто должно быть мягким, не должно прилипать к рукам, но при этом и не должно быть забитым. Поэтому всю муку сразу не добавляем. Сюда я вливаю 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Еще немного вымешиваю. После добавления масла тесто станет, конечно, более такое прилипающее. Поэтому я еще 1 столовую ложку муки буквально добавляю и вымешиваю еще примерно 3 минуты, так, чтобы вот тесто сформировалось. Я это чувствую, и вы это почувствуете. Оно так взялось одним комочком, но при этом оно не прилипает к рукам и остается очень мягким. Даже лучше пусть оно слегка липнет, чем его забить. Кладу его в миску, накрываю пищевой пленкой и оставляю примерно на 1 час или до полного подъема. В это время готовлю начинку. Тут вообще ничего сложного, просто натираю на крупной терке твердый сыр. Тесто у меня прекрасно подошло за 40 минут. Я его выкладываю на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Делю на 2 приблизительно равные части. И теперь одну первую часть раскатываю в прямоугольник. Толщина теста приблизительно 3-5 мм. Величину прямоугольника я не измеряла. Все делаем на глаз. Тут все примерно, условно делается все очень просто. И теперь я вот так вот сворачиваю этот отрезок. И пока убираю в сторонку, раскатываю вторую часть теста точно в такой же прямоугольник таких же размеров. И смазываю его, вот у меня томатная паста, смешанная с кетчупом. Вы чем угодно, что вы используете, какой-то любой томатный соус, кетчуп, просто томатная паста, в общем, то, что вы любите. Посыпаю натертым сыром, и я еще буду использовать свежую зелень. Здесь у меня укроп и петрушка. Если вы и ваши дети не любите, то тогда не используйте. Накрываю вторым отрезком теста, который я раскатала первым. И вот если где-то не хватает, я его просто подтягиваю. Оно очень хорошо тянется. Прижала плотненько руками, смазываю растительным маслом, буквально 1 столовая ложка. И вот так вот разрезаю вдоль пополам, а затем на полоски шириной приблизительно 4 сантиметра. И далее накладываю одну полоску теста на другую и вот так вот сворачиваю жгутиком. Получаются такие жгутики, косички. Все очень просто делается. Начинка может слегка выпадать, но это не страшно. Все во время выпечки оно там сформируется, запечется как нужно. И вот такие получаются интересные у нас жгутики. Намного лучше они заходят деткам. Делаются проще. Конечно, вы скажете, можно вообще просто испечь пиццу. Но вот давать порционно намного удобнее такие косички, нежели открытую пиццу. Просто попробуйте. И детворе очень-очень нравится. Все, друзья, вот так вот все эти косички я сформировала, жгутики, выложила на противень, застеленный ковриком силиконовым, либо можно пергаментную бумагу, и сверху смазываю просто желтком. Духовка у меня к этому времени разогрета на 180 градусов. Выпекаются косички 20-25 минут. Смотрите по своей духовке, чтобы они пропеклись и были румяные, вот такие вот красивые. Они, видите, увеличились хорошо в размерах. Они получаются такие, как слегка слоеные, очень мягкие, очень вкусные. Аромат такой, как у пиццы. В общем, друзья, попробуйте. Я надеюсь, что рецепт вам понравится, потому что это действительно вкусно и действительно просто. Жду ваших отзывов в комментариях. Всем желаю мира, добра. Благодарю вас за лайки, просмотры и подписку, и за то, что тратите свое время на меня.